Январь в тот год выдался лютым, колючим и совершенно беспощадным. Мороз стоял такой, что вековые ели в тайге трещали по ночам, словно кто-то палил из ружья в глухой темноте. Снега намело столько, что он укрыл валежник плотным, неподъемным слоем, а на открытых полянах превратился в твердый острый наст. Для лесного зверья наступили черные дни. Косули и зайцы проваливались сквозь ледяную корку, сдирая ноги в кровь, и почти перестали передвигаться, прячась по глубоким оврагам. Тех, кто был слабее и неосторожнее, хищники выбили еще в первые декабрьские метели. К середине зимы тайга будто вымерла. Ни свежего следа на белой целине, ни шороха в заснеженном подлеске. Степан, служивший лесником на дальнем кордоне уже больше 20 лет, знал повадки зимнего леса наизусть. Его бревенчатая сторожка с высокой дозорной вышкой стояла на самой опушке, в паре верст от сонного деревенского поселка. Каждое утро начиналось одинаково. Растопить чугунную печь, наколоть дров, проверить ловушки на браконьеров и задать сено в дальние кормушки для лосей. Но в тот морозный день привычный распорядок нарушился. Выйдя на крыльцо с ведром колодезной воды, Степан замер. У дощатых ворот ограды, прямо на занесенной снегом тропе, стояла волчица. Она не пряталась в тенях и не прижимала уши к затылку, как это делают загнанные или готовящиеся к прыжку звери. Ее худоба бросалась в глаза даже сквозь плотный подшерсток. Ребра обтягивала свалявшаяся серая шкура, бока ввалились, а тазовые кости торчали острыми углами. Лапы у нее мелко подрагивали от холода и истощения. Степан медленно поставил ведро на ступеньку, не сводя взгляда с незваной гости. Рука машинально потянулась к дверному косяку, за которым стояло верное ружье, но старик остановился. В желтых, слегка затуманенных глазах волчицы не было ярости или агрессии. В них застыло бесконечное ледяное отчаяние. Такое бывает у живых существ, когда грань между жизнью и смертью уже стерта, и страх перестает существовать. Она стояла неподвижно, глядя прямо на человека. Это было противоестественно для дикого волка. Переступить вековой инстинкт и прийти во двор заклятого врага, пахнущего порохом, железом и дымом. «Допекло, значит, серое», — негромко, чтобы не испугать, произнес Степан. Голос прозвучал хрипло на морозном воздухе. Лесник медленно шагнул обратно в дом, оставив дверь приоткрытой, и подошел к леднику в сенях. Там хранилась туша недавно разделанного кабана, добытого по законной лицензии еще в начале зимы. Степан отсек увесистый кусок жилистого мяса, вышел на порог и, не делая резких движений, бросил его через двор под ноги зверю. Мясо глухо шлепнулось о снег. Волчица вздрогнула, попятилась на шаг. Но тут же шумно втянула носом морозный воздух. Она не набросилась на еду с жадностью голодного бродячего пса. С поразительной осторожностью и каким-то странным достоинством она схватила кусок зубами, подняла голову, на секунду задержала взгляд на человеке и, развернувшись, скрылась в густом ельнике. Степан долго смотрел на цепочку свежих следов, уходивших в сторону глухих болот. Он прекрасно понимал, умирающий от голода хищник – самое опасное явление в тайге. Когда зверю нечего терять, он теряет осторожность, начинает кружить вокруг человеческого жилья и неизбежно нападает на скот или людей. Покормить ее означало не просто спасти жизнь зверю, но и уберечь от беды округу. Через 3 дня волчица вернулась. Она снова встала у тех же ворот, точно в то же время, на закате, когда солнце окрашивало снег в тревожный багровый оттенок. Степан уже ждал ее. На этот раз он приготовил обрезки говядины и остатки похлебки. Зверь снова забрал добычу и растворился среди деревьев, даже не пытаясь подойти ближе или проявить агрессию.
Визиты стали регулярными. Волчица приходила каждые 3-4 дня, словно по расписанию. Но однажды в сторожку заглянул председатель сельсовета вместе с местным кузнецом. Принесли почту и керосин. Увидев у забора свежие волчьи следы размером с мужскую ладонь, мужики остолбенели. А когда Степан честно признался, что подкармливает зверя, в деревне вспыхнул настоящий бунт. К вечеру следующего дня к сторожке поднялась целая делегация деревенских жителей. Впереди всех шел крикливый тракторист Михеев с заряженной двустволкой наперевес. «Ты что это удумал, дед?» — кричал Михеев, размахивая руками. «Волков нам тут разводить вздумал? Она сегодня твое мясо жрет, а завтра к нам в загоны полезет. Овец передушит, ктицу порежет, на ребятишек в сумерках кинется. Зверя надо бить, пока он сам к избе идет, а ты его прикармливаешь». Толпа за спиной тракториста шумно поддержала его возгласами. Люди боялись, а страх всегда рождает злобу. Степан вышел на крыльцо, спокойно сложил руки на груди и окинул мужиков тяжелым, строгим взглядом. «Опусти ружье, Михеев», — твердо сказал лесник, — «и крик прекратите. Вы в лесу живете, а законов его до сих пор не понимаете. Волк к человеку идет не от наглости, а от безысходности. Если она с голоду озвереет, она вам и амбар вскроет, и на взрослого мужика со спины прыгнет, потому что терять ей нечего. А сытый зверь держится своей тропы. Я ей даю ровно столько, чтобы ноги волочила и на поселок не глядела. К весне наст сойдет, сама в чащу уйдет. Тронете ее возле моей сторожки, лично ружья переломаю и протоколы составлю». Авторитет старого лесника в округе был непререкаем. Мужики еще немного поворчали, поплевались в снег, но спорить не решились и ушли обратно, предупредив, что если пропадет хоть одна курица, виноват будет Степан. Однако время шло, а в деревне ничего не происходило. Скотина стояла целая, собаки по ночам брехали только на луну, а волчица продолжала приходить на кордон. Степан заметил одну необъяснимую деталь. Она никогда не ела мясо на месте. Какой бы голодной она ни выглядела, как бы тяжело ни дышала от слабости, волчица лишь крепче сжимала челюсти на брошенном куске и немедленно несла его прочь, преодолевая глубокие сугробы. К концу февраля морозы начали постепенно отступать. Снег стал рыхлым, тяжелым, с крыш сторожки закапала первая робкая капель. В начале марта волчица перестала приходить. Степан выходил на крыльцо на закате, вглядывался в синеющие сумерки, но тропа у ворот оставалась нетронутой. Деревенские облегченно вздохнули. Сдохла, видать, во враге или ушла за перевал. А лесник, сам того не ожидая, загрустил. За долгие зимние месяцы он душой привязался к этой молчаливой, гордой гостье. В ее визитах было что-то глубоко правильное, настоящее. Безмолвный договор о ненападении и взаимовыручке между человеком и дикой природой. Степан часто думал о ней, обходя свои владения на лыжах. Высматривал следы, но лес хранил молчание. Апрель пришел внезапно, смывая остатки сугробов бурными шумными ручьями. Земля сбросила ледяной панцирь, в воздухе запахло прелой листвой, почками и молодой хвоей. Тайга проснулась, наполнившись птичьим щебетом и шумом талых вод. В середине апреля, когда солнце стояло в зените, заливая кордон ярким весенним светом, Степан колол дрова у сарая. Внезапный шорох за забором заставил его опустить топор. У ворот снова стояла она. Шкура волчицы полиняла, взгляд стал ясным и живым, в движениях чувствовалась былая звериная сила и уверенность. Но пришла она не одна. Из-за ее задних лап, путаясь в прошлогодней рыжей траве, робко выкатились два маленьких серых комочка. Волчата были еще неуклюжими, с круглой щенячьей мордочкой и большими торчащими ушами. Они испуганно жались к материнским бокам, с детским любопытством, разглядывая незнакомый просторный двор и высокого человека в брезентовой куртке. Степан замер, чувствуя, как к горлу подкатил ком.
Вся картина этой суровой зимы мгновенно сложилась воедино. Она не просто выживала сама. В самую глухую, голодную стужу, когда у нее пересохло молоко, а добычи в лесу не было вовсе, она переборола смертельный страх перед человеком, чтобы спасти свое потомство. Каждый кусок мяса, который бросал ей лесник, она сквозь метели и буреломы несла в свое логово, отдавая его до последней крошки детям. Волчица сделала шаг вперед, слегка подтолкнув носом одного из волчат. Она не просила еды. Весенний лес теперь был полон добычи. Она стояла и смотрела прямо в глаза Степану. В этом взгляде не было хищного блеска или покорности прирученной собаки. Это был взгляд равного, преисполненный глубокого осознанного понимания и безмолвной материнской благодарности за спасенные жизни. Несколько минут человек и трое волков стояли в абсолютной тишине, нарушаемой лишь мерным звоном апрельской капели. Затем волчица тихо, гортанно фыркнула, подавая сигнал малышам. Волчата послушно семенили следом за матерью. Она развернулась, на мгновение оглянулась через плечо и легкой пружинистой рысью повела свой выводок вглубь оживающего весеннего леса. Больше Степан никогда ее не встречал. Но с тех пор ни один волк из этой стаи ни разу не подошел к деревне и не тронул скот. А старый лесник до конца своих дней знал, что у дикого сердца тоже есть память.